Добрый день, дорогие друзья. Вы знаете, была у меня схемка одна. Лежит и лежит, лежит и лежит. Думаю, ну свяжу. Вот набрала петли и связала вот такие вот тапочки. А потом начала просматривать свои работы и смотрю, а мы вроде такие уже вязали. Ну так как, ну вот они, да? Видите? Ну типа таких я не смотрела точно, какое там количество петель и какой там узор, но он очень похож на вот эти вот тапочки, которые мы уже связали бордовые. Но так как я уже один связала, но я использовала здесь все вот эти маленькие клубочки у меня были. И даже тут я задничек вставила другую ниточку. Самые, которые у вас там клубочки завалялись, можно их связать. Но давайте свяжем второй раз. Такие же, кто те не связал, или кому, может, непонятно там что-то. Что-то я раздевала тут узор, не выбросила его, поэтому я связала еще типа такого, еще один. Но я думаю, лучше пусть два, чем ни одного. Они очень удобные, я мерила на ногу, прям как влитые. Так удобно, хорошо, они смотрятся на ноге. И вяжутся они очень просто. Я вот использовала вот эти ниточки, смотрите. Вот этот я пустила сюда, у меня был маленький клубочек. Вот этот клубочек я пустила вот сюда вот. Но он немножко похож с этим. Потом это я взяла основную ниточку. Почему я задник здесь связала другую? Я побоялась, что мне на второй не хватит вот этой ниточки. Ой, нет. Вот этой ниточки я побоялась, что мне не хватит. Поэтому взяла задник другой. Но останется, значит, еще куда-то пойдет. Ну, для яркости еще взяла вот эту ниточку. И еще вот этот клубочек. Маленький, беленький был. Ну, в общем, собрала весь шрот, который у меня был. И начала вязать такой вот тапочек. Ну, вот смотрим, я, как обычно, связала уже немножко. Теперь будем вязать с вами. Это все повторяется. И так, что у меня тут? Ага, вот основная ниточка. Этот узор повторяется. Смотрите, вот мы вяжем. Начали вязать вот отсюда. Значит, основной цвет. Тут два ряда, как мы обычно вяжем. Коричневая, белая, оранжевая. Вот лучше так. Коричневая, белая, оранжевая, зеленая. Вот я коричневую, белую, оранжевую связала. Теперь я покажу, как в одну сторону вяжутся вот эти все 4, а потом покажу вам еще одну вот такую, как они вяжутся потом в другую сторону. Мы свяжем сейчас вот эти 2, но вы будете вязать сейчас первый. Они вяжутся все 4 одинаково. Я вам показываю этот, но вы вяжете первый, а потом будете повторять. Итак, набираем 24 петли. Вот я подписала голубые. Набираем 24 петли и 2 ряда провязываем лицевыми петлями. Набираем сейчас, потом будем вязать дальше. Сейчас приостановитесь, кадрик, набирайте петли, провяжите 2 ряда лицевыми и потом вяжем дальше. Это вот основной цвет, это вот дополнительные цвета. Выбирайте цвета, какие хотите, какие у вас там завалялись, маленькие клубочки, такие берите. Итак, вяжем дальше. Так, вяжите первый. Вот этот первый вяжет. Вот провязала я 2 ряда лицевыми. Теперь вяжу 10 петель основного цвета, 10 петель берите любого другого цвета. 2, 3, кромочную, как обычно, считаем. 4, 5. 10. И берем другой цвет. И вяжем также 10. Этот узор очень-очень легкий. Тут всего 5 рядов, и он повторяется постоянно. Поэтому, я думаю, трудностей не будет вам связать их. Ну и назад, как обычно, мы разворачиваемся и по цвету вяжем назад лицевыми петлями.
опять 10 и 10. Девочки, сразу говорю, эти модельки, которые с укороченными рядами, они не для новичков. Я нигде не пишу, что видео для новичков, потому что бывает тут у меня такие упреки, что новички не свяжут. Ну, во-первых, я не пишу нигде, что это для новичков видео. Поэтому, если вы новички, то у меня очень много видео есть, которые вяжутся просто лицевыми изнаночными или просто лицевыми. Сначала надо научиться вязать простенькие, а потом уже опытные то не могут пока с такими вот разобраться, а новенькие так тем более. Дальше 8, 9. Разворачиваемся. Разворачиваться вот, девочки, если кто не знает, наверх ниточку, потом под петлю, под ниточку и внутрь петли вводим правую спицу. И вот так вот ниточку перед петлей. И кладете спицу на ниточку и снимаете петлю назад на левую спицу. И разворачиваетесь. А кто боится, девочки, вязать, не бойтесь. Было бы желание. Многие пишут, так боялась браться, теперь не могу остановиться. Вяжу и вяжу, хочется все перевязать. Тапочки, действительно, девочки, это серия тапочек. Не зря вы просите, давайте еще вязать, давайте еще вязать. Каждая моделька по-своему очень красивая. И главное, что они очень хорошо лежат на ножке. Если, конечно, связать по размеру, как положено, они очень красиво сидят на ноге, плотненько, не спадают, пяточка высокая. Я очень довольна этой моделькой. Дальше 6, 7, 1, 2. Это все вяжете одним цветом. Можете каждые 2 ряда менять цвет, как хотите. Я думаю, куда еще больше их менять. И так меняем часто. Так, 7. 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Переснимаем. Семь. 6. Дальше 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваемся. 5 и 4. Ту, которую мы снимали, обвивали, она не считается. Считается только петли, которые мы вяжем. Так. И последние 3 и 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Разворачиваемся. Так, и теперь мы 2 ряда вяжем лицевыми. 2 ряда в одну в другую сторону лицевыми. Но, как всегда, не забываем, что ниточка, вот эта, которая другого цвета, мы ее
поднимаем. Я вам сейчас покажу. Вот видите, другой цвет начинается. И вот лежит другая ниточка, где мы разворачивались. Мы поднимаем эту ниточку, которая поперек петли лежала, на правую спицу, потом перебрасываем на левую и провязываем 2 вместе, чтобы эта перекладина не было видно. И назад вяжем лицевыми. Так, это вы связали первый, вот этот первый листик. Листик или что там, полулистик. Так, готово. Ниточки потом будем подтягивать здесь с изнаночной стороны и заделывать, как мы делаем это в каждом видео. Так, вот вы связали первый. Теперь так точно вяжем еще 3. Начинаете. Сейчас 2 ряда лицевыми провязали. Теперь опять 10-10 до конца. 3-3. Опять 2 ряда лицевыми. Опять 10-10 и так далее. Теперь назад. Вяжем вот вторую половинку. 2 ряда лицевыми мы провязали. Теперь вяжем 3-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-10. Как всегда. Так, 3-3, 1, 2, 3. После того, как вы провяжете 4 листика вот этих вот, еще раз повторю, кто не понял, 1, 2, 3, 4, берите разные цвета. Ну, кто хочет, по желанию, можете одним цветом. Провязали 4, а теперь вяжем то, что я вам сейчас показываю. 3, 3. Разворачиваемся. Здесь будет больше у нас вот этих перекладин, вот этих вот мы будем потом их поднимать. 3. Меняем ниточку. И 3. Дальше 4, 5. Вот видите, вот мы ее поднимаем. Так, 3, 4, 5. Разворачиваемся. 5. Четыре. Дальше 6, 7. Вот опять поднимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше 8, 9.
На 6 мы опять поднимаем. 7, 8, 9. Восемь. И потом 10, 10. Возвращаемся назад, 2 ряда лицевыми. Восьмую поднимаем. 10. И 2 ряда вяжем лицевыми в одну в другую сторону. И потом опять такие же, как мы сейчас провязали, еще провяжите без меня 3 одинаковые. В конце мы вяжем 3 ряда лицевыми и закрываем петли по изнаночной стороне. И назад вяжем лицевыми. Итак, вот готова моя деталька, передняя часть. И теперь мы сзади, с изнаночной стороны, заделываем все ниточки. Вот так вот я заделаю, подтягиваем их обязательно. И вот заделываем их вот сюда вот за петелечки. Затянули 3-4 раза. И ну, у каждого свой способ. Я вот так делаю. Вот так у нас получается. Этот тапочек я вязала левый. Этот мы свяжем правый. Вот такие можете связать сразу 2 детальки. Сразу 2 можете связать одинаковых. Ну а потом вязать уже сам тапочек. Еще хочу сказать вам, если вы начинали вязать коричневым и заканчивали коричневым, белый, белый, оранжевый, оранжевый, то другой тоже вы так точно вяжете. Если вы тут набирали красный, а здесь белый, значит второй вы начинаете вязать белый, потом последний красный. То есть наоборот вяжете. Но если у вас цвета одинаковые, вот все, значит вяжете одинаково 2. Вот этот тапочек левый я начинала набирать вот отсюда петли. Отсюда вот так набирала и до серединки. Это я набирала вот левый. Вот эта часть у нас пошла на подошву. Вот она пошла, мы отсюда набираем. Это пошло на подошву, а это пошло вот наверх, на мысик. Вот она пошла, видите? Вот так вот. Левый мы вяжем немножко по-другому. Мы начинаем набирать петли не отсюда, вот сюда, а отсюда, вот сюда. Вот у нас получается, вот у нас получается вот так вот. Вот мы начинаем отсюда набирать, это у нас идет на подошву, а это идет наверх. Значит, понятно, да? Если вы вяжете левый, начинайте сейчас набирать отсюда петли. Если вяжете правый, начинайте набирать отсюда петли вот сюда. Я буду вязать сейчас правый.
вокруг я набрала 27 петель, я набрала отсюда вот сюда, и отсюда сюда тоже 27 петель, то есть 54 петли. Так, я брала этой ниточкой, и я набирала как раз ровно, так, по-моему, я набирала ровно вот с серединки, вот отсюда. Вот у нас средняя часть идет, средняя петель, средняя лицевой ряд. И отсюда набирали петли. То есть вот сюда я набрала 27 петель, вот отсюда. И тут вот 27. Один, два. За 2 косички берем 3, 4, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. И здесь также набираем 27 петель. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25. Здесь можно немножко стянуть. 26, 27. Здесь я через одну набрала. 27. 54 петли. Теперь вяжем. Я провязала 4 дорожки. Если широкая нога, вы можете здесь 10 рядов провязать или 5 дорожек. Вяжем лицевыми петлями все эти 54 петли. 10 рядов. Кому надо 8, кто хочет 10. У кого какая ниточка. Если толстая нитка, то хватит вам 8 рядов. Если тоненькая ниточка, то 10 рядов. Так я провязала 8 дорожек. Вот смотрите, уже понятно, да, что у нас тут происходит. Вот так вот у нас получается тапочек. Вот такой вот. Теперь нам нужно начать вязать уже подошву. На подошву я взяла 10 петель. Тут у нас 54 петли, минус 10, 44. И делим пополам, получается 22 петли. Провязываем мы 22 петли. 1, 2, 4, 22. Теперь вяжем средние 10 петель подошвы. 2, 3, 4, 10. И тут у нас 22. Следующие 2 петли мы вяжем вместе одной изнаночной. Разворачиваем, снимаем, которую мы 2 вместе провязали, вяжем 10. И 2 вместе.
Разворачиваем, переснимаем, вяжем только 10 петель, по бокам убавляем до конца, до последней петли, убавляем все петли. Следите, чтобы в серединке всегда было провязано 10 петель. Вот эти кромочные не считаем. Десять провязали. Вот это у нас будет кромочная, которую мы вяжем 2 вместе. И так вяжем до конца, убавляем все петли. Итак, смотрим, провязала я вот половину подошвы. Вот так вот у нас получается. Теперь нам нужно вот здесь вот набрать петли. Вот здесь. Здесь вот и здесь я добрала по 17 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17. Теперь провязываем эти петли. И с другой стороны также мы наберем 17. 3, 4. Теперь 12 центральных, 10 подошв и 2 кромочные. И здесь также мы доберем 17. Так, 17. Теперь вяжем в одну другую сторону. Вот мы добрали. Теперь вяжем в одну и другую сторону до конца пяточки. На свой размер. Сколько вам нужно, столько вяжите. Просто прямо. Вот туда-сюда. Вяжем лицевыми петлями. Вот смотрим, девочки, подошва почти готова. Осталось только нам связать пяточку. Так, я довязала до конца пятки. Вот так вот. Теперь будем убавлять. Вот так. 46 петель у нас на спице. И мы теперь провязываем 18 петель. 10 петель будет в серединке и по 18 по бокам. 2, 3, 4, 10,
Кому надо или кто не может запомнить, можете здесь маркер повесить, кому легче так вязать. Теперь вяжем 10. Это петли пятки. Вот они. 10. 5, 6. Здесь у нас 18 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Вот эти 18 мы будем по бокам убавлять. Провязали 2 вместе, развернули, пересняли. Это кромочная будет. Дальше вяжем 10. Здесь 18. Уменьшаем, провязывая 2 вместе. 2 вместе мы вяжем в самом начале и потом в конце. Теперь будем убавлять по 3 петли. Провязываем 9 петель. И вяжем вот 2 петли и третью берем сбоку. 3 вместе. Пересняли. 8. И 3 вместе. Развернули. Теперь 7. Уменьшаем только центральные петли. Вот эти 10, которые были. 7. 3 вместе. 2 и третью сбоку. Развернули. Теперь 6. 3 вместе. И так убавляем, пока будет у нас 2 петли. Вот средние 2 петли останется тут. Остальные будут у нас по бокам. Вот смотрим, мне 2 петли осталось в серединке. Последний раз я убавила здесь слева. И сбоку 2, 4, 6, 8, 10, 12 петель. Теперь я разворачиваюсь, переснимаю. И теперь я убавляю по 2 вместе. 2 вместе убавила, развернула. Пересняла. 2 вместе убавила. Перевернула, пересняла. Под видео есть, девочки, у меня ссылка, как вязать пятку. Если кому-то непонятно здесь, то вы можете перейти по ссылке, и там я тоже снимала, как пяточка убавляется. Там только пяточка. Очень просто. Пересняла 2 вместе. Развернула. Пересняла 2 вместе. Развернула. Пересняла. То есть мы только убавляем боковые петли. И поднимаемся потихонечку наверх. Видите, вот так вот мы поднимаемся. Только по изнанке мы вяжем 2 вместе изнаночной. Ой, нет, простите, по изнанке мы вяжем вот 2 вместе лицевой. Развернули на лицевую сторону. Здесь мы вяжем 2 вместе изнаночной. И так мы убавляем до конца. Смотрите, как получается у нас. Видите? Вот, осталось у нас 2 петли. Мы их переснимаем на крючок. Можете закрепить. Можете обвязать спицами. Можете вообще ничего не обвязывать. Но я, как обычно, обвяжу крючком. Получается очень красиво, аккуратно. И кому широко, то получается здесь... Но все равно, видите, оно идет как вязка поперечно, она может растягиваться. А крючок не даст растянуться. Я вокруг набрала 54 этих вот столбика без накидов. Вот так просто. Так, эти 2 вместе провяжу. Вот так и провязала вот 1,
2, 3 и так далее. И потом второй круг я провязала по изнанке. Вы можете по лицу, хоть по изнанке, хоть как. И так обвязываем. Итак, провязала я, обвязала вокруг. Смотрим, что у нас получилось. Девочки, эти тапочки, они очень удобные на ноге. Они как влитые. Я их мерила, до того приятно их носить. Они как влитые получаются. По размеру, если кто угадает, именно я рассказываю, как угадать по размеру. Вяжите до конца пятки, вот и все. И будет ваш размер. Спрашивали, как связать на 36-й. Просто меряйте по своей ножке, будет вам на любой ваш размер. Вот такие тапочки у нас получились, девочки. Смотрите, симпатичные. Ушли очень много маленьких клубочков. Здесь маленькие, здесь сзади тоже. Так что вяжите, не раздумывайтесь. Вязать, не вязать, берите спицы и вяжите. Собирайте все клубочки, и вот такие, и вот такие. Они пойдут везде. Сюда надо всего метр, наверное, даже меньше. Вот у меня. Вот это вот не надо на один вот этот вот листик, вот это от ниточка. Вот это. Представьте себе. Так что у вас уйдут все моточки. Вяжите, показывайте свои шедевры, которые у вас получились. Напишите в комментариях, нравится вам эта моделька, не нравится, давать дальше видео или не давать, потому что уже почти год, с ноября месяца, мы вяжем только такие тапочки. Пинеток очень мало я даю, но надо, наверное, перейти потихоньку на пинеточки тоже. Ну, начнем уже с сентября вязать и пинеточки, и все, что вам нравится. Но сегодня мы будем заканчивать свое видео. Надеюсь, у вас все получится. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Всем пока-пока-пока. Ждите новых моделек. Жду ваших комментариев, жду ваших лайков, жду ваших подписок. Всем пока.